Всем привет! В прошлый раз обещал показать, как я доопыляю виноград. Если функциональный женский цветок, если нет сорта, который может его опылять, ну, не достает до него до пыльца, не долетает. Поэтому есть пару способов искусственного опыления. Итак, поехали. Чем чревато плохое опыление? Это либо зависть потом осыпется, немногие сорта этим страдают, либо будет сильное горошение. Это будут недоопыленные ягодки, они останутся маленькие, как горох, и будут вечно зеленые. И мало того, они будут постоянно на себя брать болезни. Вон, смотрите, колпачки посыпались, вон сколько. Так что процесс сейчас цветения у меня в разгаре. И искусственное допыление где нужно проводить? Многие жалуются в теплицах. Очень плохо. Недостаточно сквозняка, ветерочек слабенький. Пыльцу не разносит ветер. Если насекомые залазят, то в принципе хорошо. Вот смотрите, какое чудовище лазит. Что это там, бронзовка или как его называют? Я надеюсь, он их не ест, а просто лазит по ним. В теплице бывает недостаточно влаги в земле, в почве. И от этого тоже очень сильно осыпаются завязи. Вот в прошлом году у меня с Юром Стражем, вот мы с ним созванивались, вот были такие проблемы. У него, кстати, очень сильные были проблемы в этом плане. Была сухая погода, земля пересушена, но считается, что во время цветения поливать нельзя. И посозванивались с некоторыми виноградарями, сказали, как раз таки нужно поливать. И очень активно. Начал Юра поливать, и у него процесс на порядок улучшился. В общем, поливать, ну, нельзя все-таки обливать, скажем, чтобы пыльцу не сбивать, а в корень можно при засушливой погоде или в теплицах. И вот опыт показал, что в принципе этот способ действует. Поэтому пересушенная почва, она негативно влияет на опыление. И некоторые сорта типа красотки, у которой очень сильно завязи сыпятся, вот многие их как раз в процессе цветения активно поливают в корень. Ну там пускай литров по 20, например, пару раз в неделю. И осыпание завязи уменьшается. Поэтому я как бы сам этого не пробовал. У меня этого сорта нет, потому что я как раз именно из-за этого его и не брал. То, что сильно осыпаются завязи. А те, у кого есть, вот кто так пробовал, говорят, очень действует. Можете попробовать. Юрка, добавь пару слов в комментарии, если я не прав. Ну или поправь меня. Вот для примера, Алешенькин, он при плохом опылении он сильно горошит, у него очень много гороха, и завязи не осыпаются. Ему бы, кстати, не мешало, чтобы он немножко осыпался. Он практически вообще не осыпается. Тукай, он страдает совершенно противоположно. У него очень сильно завязи осыпаются. Были такие случаи, что он просто голая метелка оставалась. Вот способ номер один. Находим любой мех. И вот находим кишмиш. В идеале кишмиш. У него пыльцы очень много. И берем его вот так немножко потряхиваем. Как бы находим донора. Мы у него забираем часть пыльцы. В прошлый раз я показывал, как выглядит функциональный женский цветок, как выглядит обоеполые сорта. Подходим к женскому цветку. Пыльцу набрали и точно так же стряхиваем. И пыльца попадает на тычинки. Все. И так прошлись. Ну, этот способ хороший, если ну, буквально там один кустик, например. Или молодой кустик, и у него нет опылителя, там пару гроздей опылить. Этот способ вполне себе подходит. Есть еще один вариант, тоже с пуховкой. Это называется пуховка. Второй вариант.
Если кустов много, и опять же возвращаемся к пуховке, нам надо разрезать мех на ленточки и обратной стороной меха приклеить, ну, взять какую-то планочки и приклеить, либо прибить мелкими гвоздиками этот мех. Немножко его подстричь, оставить пару сантиметриков на одну планочку и на вторую. Получится у нас таких вот два волосатых, таких две планочки. И мы будем просто брать и вот этим мехом взяли вот так вот, сняли пыльцу и точно так же переходим на женский цветок и точно так же проходим, и эта пыльца будет там оставаться, будет оплодотворять тычинки женских цветков. Ну, честно говоря, не тот способ мне сильно не нравится, я им давно не пользовался, я даже вот эту пуховку еле нашел, потому что давно этим не пользовался. Если все-таки кустов много, более удобно будет вот любую коробочку взять такую, срезать все верхушки, оставить только одну. И я сейчас покажу, как мне более удобно опылять. Это, кстати, по-моему, я этот способ подсмотрел у Александра Мчедлидзе, по-моему. Александр, если это так, оставьте комментарий. Значит, этот способ более удобен, если у вас большая теплица, много кустов. Этот способ будет более быстрый. Что мы делаем? Вот берем коробочку, закрываем, трясем, берем, закрываем, трясем. Мы собираем пыльцу в эту коробочку. Собираем побольше. Это мы собираем у кишмиша. Трясем. Собрали, трясем. И вот так вот пробежались и собрали. Ну вот рядом у меня куст лора, женский цветок. Он, в принципе, и так хорошо пыляется, но покажу теперь на нем. Мы собрали пыльцу. Там не столько пыльцы, сколько колпачков. Но пыльца там тоже есть. Аккуратненько, чтобы не рассыпать. Взяли, туда погрузили, потрясли. Там создается столб пыли. Оно опыляется. Опять другой цветок. Другое соцветие. Потрясли. Ну вот еще раз показываю. Собрали на пуховку с обоеполого цветка и этой же пуховочкой прошлись и доопылили. Второй способ. Мех сюда прибили или приклеили, собрали пыльцу и точно так же мы ее здесь оставили. И самый, я считаю, правильный способ, самый удобный, это собрали пыльцу и опылили. Все. Этого будет достаточно. Ну, пройтись придется раза два, наверное, хотя бы. С промежутком там день-два. Чтобы наверняка уже. Потому что разная влажность воздуха, разная температура воздуха. А это имеет как бы отношение у нас к опылению. Все, вот я вам показал самые основные способы. Вот этот способ более удобен. Причем можно взять там, сколько у вас там членов семьи, например, 2-3 человека. Каждому по коробочке выдали. Каждый пробежался, если у вас много кустов, взяли все вместе. Пробежались, один выбрал один ряд, второй. Быстренько прошлись. Это будет гораздо быстрее, чем бегать с пуховкой. Ну вот закончился процесс опыления. Ну и здесь у нас в любом случае пыльца осталась. Ну, чтобы добру не пропадать, просто взяли, прострясали, где-то что-то где-то попадет, что-то нет. Все равно либо выбрасывать, либо так. Кстати, насекомые и пчелы тоже хорошо помогают опылять. И вот я посмотрел, у меня даже на этом кусте, который находится в стороне от опылителей через пару кустов, уже некоторые даже хорошо опылились. Я считаю, это благодаря, возможно, ветер сюда и дошел, но, скорее всего, благодаря насекомым. Потому что очень вижу много пчел, мошек, мушек всяких и так далее. Они тоже все-таки работают. Хотя считалось всегда, что опыляется только ветром. Так кто сказал, что виноград только ветром опыляется? Давайте посмотрим, как тут орудует ветродуй. Смотрите. Не хуже, чем на клевере. Вот дает джазу. Вот пчелы. А может, это не пчела?
Нет, пчела. Ну вот смотрите, как опыляется виноград, кроме ветра. Думаю, кому-то эта информация будет полезна. Ставим лайк, подписываемся. Внизу в описании под видео там будет ссылка на второй мой канал, но он, правда, никакого отношения к винограду не имеет. И куча информации по другим полезным видео. Все, всем пока.